Финно-угры в составе Киевской Руси. Как бы не было удивительно, но славяне не коренное население восточноевропейской части России, а также и сами русские и вообще восточные славяне не являются центральными наиболее чистокровными народами славянского ареала. Этот факт изрядно злит славянофилов, но против фактов здесь ничего не сделать. Восточные славяне-пришельцы, живущие на самом краю славянского и индоевропейского ареала популяции, и соседствовали сотни лет с иными народами другого корня, что делает неизбежным смешение. Где находилась прародина славян, спорный вопрос последние 5000 лет, и, скорее всего, вопрос решен не будет никогда. Но самые древние славянские топонимы встречаются в Центральной Европе, на Дунае и в Польше, что слишком далеко от земель Киевской Руси, где тогда проживали балтские, иранские и финно-угорские народы. Уходя от бурлящего моря войн на границах Рима, на восток и север, будущие славяне обнаружили тихие и мирные лесные чащобы на Днепре, где основали Киев. По слухам, поляне, выходцы из Польши, как и новгородские славяне роду Лишкага, где стали соседствовать, а затем теснить и ассимилировать многочисленные финно-угорские народы. Меричуть, Мещера, Мурама, Емь-Мордва, Черемисы, все эти современные или уже легендарные народы жили в самых что ни на есть русских регионах. На Оке, Буге, в Тверской, Владимирской, Костромской, Ивановской или Муромской земле. Эти народы были известны задолго до прихода славян. Геродот ужасается бедности и апатии к своей жизни финнов. Историк Готов и Орда пишет о царстве Германариха в нынешней Руси, где ему платят дань народы Меренс и Морденс. Сами они потомки аборигенного населения Восточной Европы. Кроманьонцев, пришедших сюда с запада, адаптировавшихся к очень холодному и темному климату, утративших свой высокий рост и длинные конечности, но приобретшие массивность скелета, а примерно 10 тысяч лет назад эти популяции смешались с какими-то монголоидными пришельцами, двигавшимися из Сибири. У будущих финно-угров закрепились специфические внешние черты. Это коренастые, очень сильные физически люди, со светлыми глазами, но часто с легкой монголоидностью. Их язык, хотя и имеет множество индоевропейских заимствований, тем не менее совсем иной по базе. Славяне, как представители индоевропейской семьи, также отличались воинственностью, не настолько тотальной, как у германцев, но на фоне миролюбивых финно-угров они были свирепыми и агрессивными, поэтому соседство происходило с эксцессами. Сначала обложение данью, затем прием в города и дружину крепких мужчин и красивых женщин, где они быстро ассимилируются, и при малейшем бунте славянскому князю карательный поход с уничтожением всех мужчин. Иногда народы просто переселялись в угоду княжей воле. Ярослав Мудрый, побывав с набегом в Польше, он пригнал оттуда множество крестьян и расселил на одном из притоков Днепра как садовник, пересаживающий малину из леса в огород. Он также изгнал со своих земель Чуть и заложил город Юрьев, Тарту, воевал с Емью, Етвягами и Литвой. Ситуация требовала от финно-угров вооружаться или уходить. Так Мордва-Эрзи вероятнее всего пришла на свои земли из пределов Ростовского княжества. Кроме того, название города Рязань подозрительно напоминает этот этноним. Археология подтверждает длительное существование самобытной неславянской культуры в муромских землях. В захоронениях Муромы встречается много оружия. По-видимому, племя оказывало упорное сопротивление русским князьям и славянским пришельцам. Это был воинственный народ, и его боевые качества не могли не цениться русскими князьями. Славяне жили в городах, а села оставались финскими, поэтому над Ильей Муромцем из села Карачарово смеются богатыри в Киеве, называя деревенщиной. Учитывая место жительства Ильи, можно подозревать, что у него были не славянские корни, поэтому отношения были сложными и взаимозависимыми. Мордва первая встретила татаро-монгол, и свои семьи они отослали в русские города, а оттуда им на помощь пришли гарнизоны. Не помогло, в раскопках сожженных городий видна упорная и бесплодная борьба Мордвы, каких-то русских воинов, даже аланов и нескольких людей в доспехах монголов. Мещера ходили в поход вместе с Олегом на Константинополь. Чуть Новгородская вполне мирно жила на севере Руси, в генофонде русских очень высокая доля финских гаплотипов. Собственно, даже образ типичного русского,
Курносый блондин, среднего роста из небольшого городка или села. Типичная внешность скорее для финно-угра, а не для раннего славянина. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.